Я посчитаю от 3 до 1, Виктория. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты наблюдаешь? ну, я наблюдаю такая энергия, а, как смола, только липкая, и слышу в ней слово «цепляется». И вижу с левой стороны, вот здесь, как белый халат, а здесь, в секторе магии, звучит Галина, программирование реальности, таким каким-то почему-то идет черным голосом. И Мгм. там, когда я смотрю, то вижу такую пику, ам, кро- конус черный. Он торчит, как будто бы из нулевого. а, Считывается пространство, параметра Да. пространства, с нулевого параметра М, пространства. мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этих ситуаций. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. 1, 2, 3. Маргарита. Она как-то как огромный шар, ну, как будто прикатилась. А, Мгм. И с левой стороны сразу замечаю такую энергию, которая похожа как открытая черная дверь, из которой такой свет черный, именно в сектор магии. И там считывается энергия как змея. Мгм. Вот ее энергосфера, ну, просто огромных размеров. Да, ее энергосфера очень большая. Когда я ее измерила, то считывается 5 километров. Мгм. У нее огромные крылья, то есть она свободна. Но в сердце такой, как червячок считывается, как личинка какая-то черная. И Мгм. она вся очень искрится. То есть волосы, когда я смотрю, рыжие волосы у нее. Они Мгм. сияют, от них такие идут сияние, как иголочки, так как сияние. Куда я ни посмотрю, у нее все сияет, переливая, такими вот сияние идет. Руки. Вот куда я смотрю, такие лучи расходятся везде. Только вот это мешает с левой стороны. И в сердце опять оно считывается как червяк. Мгм. Виктория, вот ты сказала, что такая огромная, 5 километров. Это как-то что обозначает? Может быть, или это реально, что она такая большая? Как-то это и влияет на территорию, где она живет? Я вижу, что вот увидела какого-то человека, который в квартире в какой-то находится, и он, а, ну, вот за стенами сидит, но он чувствует это влияние, и он записывает быстро, как будто бы, ну, как списывают, да, Мгм. что-то. И вот он записывает. Сейчас я посмотрю. Он говорит доходчивость, понимание, говорит Мгм. Это как эксклюзивность.
И он начинает на себя смотреть, и как будто бы одежда на нем меняется, тоже начинает сиять. М. Считывается найти себя, вот эта одежда. То есть, То есть благотворное влияние на окружающих. да, это звучит сейчас как считывание реальности. Каждый Мгм. человек, я вижу, он как считывающее устройство. Он как приемник, передатчик, который принимает, передает информацию, и люди считывают в этом диапазоне очень, то есть напрямую считывается. То есть очень, М. вообще-то оно звучит как колоссальное влияние для очищения пространства. Оно Мгм. считывается как сегмент чистоты, радости, совершенства. И вообще идет такая, и когда я посмотрела, оно прозвучало «Династия богов». Мгм. Да, интересный такой вопрос, да. Увертюра к подожди, Мгм. увертюра а, к большим процессам, буквально взрывообразным процессам. Мгм. То Так, есть теперь, идет накопление а, жизненной энергии пространства. мгм. Да, вот как интересно, да. Да. И именно вчера, помнишь, мы говорили о том, вчера я с тремя людьми говорила, позавчера, да, и Да. все рассказывают такие чудеса, которые в их жизни происходят после сеансов наших. Открывается ясновидение, люди начинают сны видеть, начинают себя понимать, слышать. Даже те, с которыми мы работали заочно. Один солдат остался жив, потому что мама заказала сеанс для него, и мы его заочно почистили, расторгли его контракт. Мгм. И он остался, так сложились обстоятельства, что он, будучи даже на фронте, он не попал в эту засаду. Хорошо, Виктория, возвращайся к Маргарите и её эфирному телу. Да, Считай эфирные ДНК. Маргарита ли это? да, это она. Мгм. И спроси у нее разрешения потрудиться с ней для нее. Она разрешает, и она пока вот так вот руки раскрывает вот так, а у нее такая энергия искристая. И она говорит, что она богиня радости, Мгм. веселья, счастья, дополнительного чего-то, дополнительной энергии счастья к быту. Мгм. Хорошо. Так, давай тогда посмотрим. Вот это с левой стороны у нее энергии, там какая-то змея. И в секторе магии кто-то Да, дверь находится. открыта, как проем такой черный, Мгм. открытый. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. А там энергии считывается медсестра Галина, Мгм. капитуляция,
но от нее она как промежуточный. От нее еще такой портал пошел вниз, вот так загибается, и там такой черный резервуар, похож на пробирку, где кипит черная энергия и булькает так. Мгм. Смотри, Виктория, что это за энергия? На этой пробирке появилась наклейка, как будто бы ее кто-то наклеил. Написано «Культ Цельнозор». И от этой пробирки я- тоже идет еще вниз и в сторону Мгм. считывается контракт. И там Ага. идет тоже портал, как будто бы лесенки такие какие-то прозрачные в еще глубокое пространство, более глубокое. Там Мгм. находится кто-то лежит, считывается Ленин мертв, такой голос сказал. И я вижу там считывается забор потенциала душ. И вижу, лежит в мавзолее Ленин. Это концентратор забора божественных душ, утилизация богов, Исчезать. эгрегор, Мгм. к- культ поклонения смерти. Вот это еще больше там. А, Мгм. И там подключка пошла в сектор интерферентов. Интересно, кто хозяин этого всего? Кто хозяин этого культа поклонения смерти, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Сидит какое-то существо в секторе интерферентов. Оно напрямую связано с этим эгрегором и с этой сектой Цельнозор. А Галина — это как уже проявленная реальность а, Мгм. на физическом уровне. А эта сущность сидит в секторе интерферентов. Это из другого измерения. Оно выглядит худое, такое, ноги черные. Вот так в растопырку, как будто бы на троне сидит. И свисает этот, как пенис у него, подключка такая. Руки держит на коленях, руки другой фактуры, как будто бы из костной ткани, такая разжиженная. На голове огромная какая-то корона, и оно все рассыпается и пахнет плесенью. Мгм. Что это Так, за сущность? почему ты не приказываешь ему ответить? Приказывай этой сущности, да пусть назовется, кто он такой, как мы его знаем. От него вот так звучит, как будто бы, знаешь, как грибницу трогаешь, и там такой, как прах. И оно тоже Мгм. звучит Спора. прах, когда он идет, он говорит вот так из его сердечной, там, как бы сердечный центр, как бы оттуда идет такой Мгм. прах, считывается дух власти над Кремлем. Такой могильный голос. Я ему приказываю назваться, как его зовут. Мгм. Это дух, это духовная составляющая, это паразит, это как вакуум, который вот так вытаскивает. И я вижу, что там, где вот этот у него пиндер, он идет, так М. свисает, и получается как вантус. У кого-то как будто бы на лице этот вантус как бы вытаскивает. Так.
Отчет. Считывается это души умерших паломников, а, Мгм. коммунистической идеологии. Это вот эта эгрегориальная структура этой коммунистической мафии, секты, это как религия. Мгм. И дальше еще вниз пошла подключка, дальше там такой спрут черный, эгрегор смерти. Мгм. Я приказываю отвечать, кто хозяин этой всей системы. Кто самый главный? Приказываем и проявить согласно эфирной ДНК. Пусть он проявится в его Какое-то пространстве. солнце, Мгм. а, звучит как черное солнце а, разума Вселенной. И даже вижу, что это оно звучит как подчинение разума. Мгм. А что обозначает вот это черное солнце? Другой мир, М. катастрофа, уплотнение реальности. Я вижу, что оно так вот уплотняется и создается вакуум, который затягивает. Мгм. Дух смерти, Люцифер. Там вот это внутри, где это все, там действительно есть как будто бы какой-то шар. Он блестит и вот так вот вращается. Это то, что Мгм. мы называем Люцифер. А вот эта вся Мгм. система, это как дух Люцифера, то есть это как матрица его. Вот это все, что я описывала раньше. То есть все эти эгрегориальные структуры, это все его сфера деятельности. Мгм. Это как Захват бы его власти. Да, личное пространство его. это не как личное пространство, а это как у э, Маргариты, ее биополе, да, 5 километров, то есть сфера влияния. Это ее дальние, как бы дальние границы, потому что есть ближние, а это дальние границы. В ближнем кругу родственники, ее события, ее решения, потом дальний круг, потом еще дальний и так далее. То есть, где она уже не имеет как бы на уровне физического восприятия контроля над этим и не понимает, что даже люди далеко от нее, которых она не знает, связаны с ней. Почему? Потому что так ее матрица жизненная работает. Не только ее, а она является частью всеобщей вселенской матрицы жизни. А вот это противоположная матрица, матрица смерти, которая организована в противоположность власти разума. То есть это противоположность разуму, жизни и процветанию, скажем так. Здесь идет вот расширение, где Маргарита находится в этом пространстве, идет вот такое расширение, да, а там наоборот вот так, как черная дыра, сжатие, и внутри там такой вот, как маленький шарик крутится и блестит. Мгм. И Смотри, я Виктор. смотрю, что этот шарик, он похож на этот символ инь и янь. И я вижу, что это соединение, то есть вот этих черных магических энергий, творцов смерти, энергии творцов смерти, и этих отблесков искры. а, Это энергии творцов живых. М. То есть они люди теряют свою способность быть творцами жизни, когда они идут по
Ну, оно звучит коммунистическому пути. Но коммунистический путь — это коммуна, общее, то есть размытие границ. Это нужно понимать, что это фашизм, коммунизм, магия — это все одно и то же. То есть это Так. упадок, это деградация, и это отказ от жизни звучит в этом пространстве. И тут же я вижу эту ситуацию, о которой говорила Маргарита, когда она закрыла глаза племяннику. Мгм. И вот она сейчас показывает на левую ногу. а, Это открытие. То есть там еще не было этой двери портала, как точечка такая. И она говорит, что она пожелала в тот момент ему смерти. Мгм. И я вижу, Таким. как от этой ситуации, которая по отношению вот к ее жизненному пространству находится как бы возле левой ноги, и э, его энергия ушла, и ее вот туда. И я вижу, что она как будто бы шторку на окне такую светлую шух зашторила. Мгм. Сейчас я Так, спрошу, да. почему она пожелала Э, смерти? Мгм. А, Вижу какую-то, то есть зацепка была, Мгм. какая-то деревянная, считывается как баня. Слышу Так. голышом. Мгм. Где в этой ситуации Маргарита? Она как будто бы ребенок, а возле нее какие-то голые тетки стоят. И как будто бы в окно кто-то напугал. Вот так, ха! Мгм. А как это на Маргариту подействовало? А, у нее сразу как будто бы на глазах такие, как очки черные образовались. Она как будто бы э, испугалась, и импланты Мгм. образовались. То есть там сжатие, я слышу. Получилось сжатие. И вот этот страх за жизнь. И на это вот это прицепилось, потому что все программы двусторонние. Если у человека есть страх, он хочет это вытащить и как бы на подсознательном уровне передать, отдать, чтобы очиститься. Мгм. Так, а чья это энергия? Кто это передал там в секторе интерферентов? Кто находится, приказываю Но проявиться. я вижу, что это был какой-то мужчина на физике, но он такой смешной, он не со зла, он как бы игрался, что ли. Наверное, у Мгм. Маргариты был такой случай в детстве. А, вот. Оно считывается как впечатление, отпечаток такой Мгм. оставила. А на самом деле это у него, его считывается эгоистическая натура. То есть это у этого человека как бы эта сущность другая, черная, магическая. То есть таким образом он, напугав этих девок, он как бы послужил плохую службу. Мгм. Так, а что Маргарита отдала за эти импланты? Я вижу, что у нее, я всегда вижу эти программы предательства себя как ресницы, да, Мгм. черные. А здесь я вижу, как такие реснички, только сияющие. И я вижу, как эти реснички как будто бы под подушку там в этом эгрегориальной структуре смерти положили.
на Мгм. потом, для формирования будущих событий. Мгм. Хорошо, давай поговорим с И Маргаритой. Да. там же сразу же я слышу Галина в этих ресницах. То есть там же ж эта Мгм. зацепка Формирование будущего. образовалась, да, Мгм. формирование будущих событий. Мгм. И я вижу, как эта дверь, как бы, она по чуть-чуть в пространстве как бы формируется, формируется, а потом бац, и открывается. И я вижу, как залетают множество духов через эту дверь и еще зовут с собой других. И прямо вот сюда, в сердце, там, где червяк вот этот. Мгм. Такс. Это было ее испытание как творца. Ну, это творцы так есть. А, Они как бы это доказательство того, что человек творец, и он творит или темную, деструктивную реальность, или позитивную. В тот момент неосознанно она сотворила м, ухудшение состояния ребенка, но ее добрая душа, божественная, сразу это прочитала, и она вот закрыла это. То есть этот символ, что она зашторила эту дверку сиянием. М. Но там, возможно, есть контракт. Нужно посмотреть. Вот она показывает опять этот имплант на глазах в виде таких очков, которые носили барышни на балах с такой Мгм. палочкой. Маска. Ну, они типа, да, типа маска, типа они смотрели сквозь. Это Мгм. считывается лабиринт сознания. Демонический лабиринт сознания — это как линзы, преломляющие восприятие. Этот испуг, Так. вот оно прозвучало, Мгм. энергия испуга послужила вот этим, ну, как этот, как, Триггер. как триггер, Разрешение. да, Мгм. а оно выглядит как будто бы такая бомбочка где-то далеко, а к ней такой шнур тянется. И он начинает так, то есть бомба там где-то, ее не видно, но шнур уже горит. Вот так формируется реальность. Мгм. Хорошо. Контракт. Давай его проявим на свет. Кто стороны контракта? Приказываю проявиться всем сторонам контракта. Посмотри, Виктория, кто в контракте. Сейчас, да, она в этот момент, я вижу, как бы принимает этот имплант и подписывает контракт, говорит, что будет носить сейчас то ли племя, то ли пламя. Говорит М. пламя. А, и там какая-то сущность, как будто бы складывает этот, положила этот. Я ее Ага. спрашиваю. Отказывай этой сущности отвечать, что это она делает. Я спросила Маргариту, зачем ей этот контракт, и она так пальцем показывает, говорит, показывает на гнобителя душ человеческих. Говорит, что вот так говорит, я с ним встретилась, говорит, лицом к лицу. Мгм. Кто этот гнобитель? Она говорит, человек-паук, и показывает человека как фокусник в такой шляпе, плащ такой. М. И
Она говорит, у него как-то то ли 2 души на одну, но тут же звучит противоположное: одна душа на двоих. И я вижу, что у него нет души, М, и он как бы засосал душу божественной сущности. Считывается монастырская, м, а он человек-паук, предатель рода человеческого, капуцин, м. и Тот, также который мы считывается знаем. как серийный убийца. Мгм, Вот этот Илья Мамаев, Цельнозор, он считывается мгм. как серийный убийца, и даже я вижу, что а, я подумала, почему он серийный убийца, и вижу, написано, число появилось, что 10 тысяч утопленных в этом воплощении, и такие вижу, как светлые души, ушедшие в небытие. Это те люди, которые уже были в этом эгрегоре, считывается коммунистическая топка. Он М, миллионы людей, когда был Сталиным, да, загнал туда, в эту коммунистическую топку, и те души, которые воплотились, еще не потеряли потенциал, он их мгм. добил в этом воплощении. Так, а что значит, встретилась с ним лицом к лицу? Это какое-то было, событие, когда Маргарита встретилась с ним лицом к лицу? Сейчас я посмотрю. Она показывает, как она берет вот отсюда, где правое плечо, как такой шар, и переносит его, этот шарик, как ключик, вот в эту дверь. Она говорит, что она разрешила проявить себя в этом смысле как творца не созидающей энергии, вот эти Мгм, вот, и говорит, чтобы а, разоблачить коварство своего попутчика. чему попутчика? Сегмент власти, говорит, коммунизма. И я вижу, что он сейчас вместо этой шляпы черной, коммунистическая шапка серая с звездой, и такой ветер дует сильный. А она говорит попутчик, потому что она пошла по его следам. Мгм, Она говорит, что приютила его котенка. И показывает, как она погладила такого, он считывается электрический, то есть это как энергия. м, А котенок искусственный, похожий на ежика, весь колючий, м, бесформенный. И она его как погладила, то у нее эти шипы или шерсть из этого котенка впилась ей в правую руку. И когда она она говорит, что начала магичить, она хотела создать вот этот энергетический шар, как создают реальность творцы, силой собственной мысли и силой, собственной силой. В этот момент она пригласила эту черную энергию духа
И опять звучит это как попутчик, потому что она прошлась с ним по одному пути, путь Творца искаженной магической реальности. Мгм. Понятно. И она показывает этого червяка, и она говорит, что пригласила в ее дом, и такие крылья красивые у нее, и все сияет. И она вот так берет, как пальцами, вот этого червяка. И она говорит, что пригласила в дом врага народов, Мгм. деспот, убийца, и опять звучит серийный убийца. И показывает, сейчас я вижу вот этот демон, который сидел с черными ногами, костяными руками и с короной на голове из костей человеческих. И вот этот Мгм. Пиндер, это и есть как бы воплощенная реальность, которую воплощает вот эта секта Цельнозор. Ну, это мы М. говорим о Цельнозоре, потому что м, Мы Маргарита, его знаем. мы его знаем, Мгм. но поэтому по этой же схеме работают абсолютно все другие секты эзотерические. Мгм. Так, хорошо. Виктор, давай вернемся к контракту. Это где и был. Да, она говорит, что приняла фокус внимания на зло, на магию и показывает глазами, что в секторе Мгм. интерферентов там какая-то м, сияющая сущность есть. Она говорит, пришла за собой. Мгм. Так, давай проявим этот контракт, все эти решения, Она соглашения. говорит носить пламя М. а, Люцифера, а на физическом плане это Цельнозора. Говорит, до полного истощения врага народа. Мгм. Почему это было важно для нее, этот контракт, истощить этого врага? Она говорит понять себя. И я вижу, как у нее, где сердечный центр, образуется как тор, как яблочко. И вот это образ яблока идет. И вот этот червяк внутри. Вот. Мгм. Она говорит понять себя, говорит обрести опыт преодоления препятствий и показывает так на голову, а там у нее лучистая такая корона, говорит, собственным разумом. И вот эта корона образует, у нее коронная чакра такая огромная, и она вот так образует, вот эта чакра, как тор, и образует вот эту целостность, гармонию. Оно считывается как всецелостность, Мгм. познание. Так, то есть в процессе понимания себя она восстанавливает ее целостность. Да, Мгм. Спроси у Маргариты, видит ли она контракт, все эти условия. да, она говорит, вижу. И я вижу, как ее глаза, вот эта энергия вот так вот расширяется, и этот имплант просто разрывается на кусочки. И вот эта черная ручка, которая была у нее в руке, она превращается, вот эта ситуация, где она подсознательно пожелала ребенку смерти. Это не она пожелала, это пожелали ее программы, но она это не осознала и не дала, не попрепятствовала. Я так и слышу, не дала препятствия.
То есть это э, как возбудилась эта энергия, эти программы негативные, это дьявольская матрица, да, которая это в каждом человеке передается еще по роду. Она возбудилась, но она ее не осознала из-за блокировок и осознала позже. Но этим она предотвратила гибель ребенка и гибель себя, потому что таким образом я вижу, что буквально идет зацепить. Ты здесь? Да-да. Хотели ее зацепить для того, чтобы ее тогда уничтожить, как бы сравнять ее с убийцей, Мгм. чтобы она не смогла потом как бы освободиться из этой эгрегориальной системы. И она показывает на эту лучистую энергию, которая там глубоко спрятана, и говорит, что она погребена заживо. Я ей передаю, чтобы она сейчас расторгла этот контракт, восстановила М. справедливость. Она не обязана жить прошлым. Здесь и сейчас пусть она исцелит свое прошлое, восстановит его так, как она желает нужным. Мгм. Что она делает? Но звучит слово «я убью упыря». Я ее спрашиваю, каким образом? Она показывает вот так. Руки, из которых выходят вот эти колючки, которые ей зашли в руки. Вот. То есть М. Отдать его? отдать его ему, оно так и звучит, отдать должное. Вот. Мгм. Хорошо. То есть Маргарита, расторгает контракт, отдает Она его. расторгает контракт, и я вижу, как она этим вот так вот контракт это достает, как тряпочка вот такая, как листок, ну такой гибкий, и она этим сияющим листочком завешивает это окно в бане. И я вижу, как она вырастает, и просто как квантовый скачок просто исчезает с этого пространства, и это все пространство рушится. Вот. Мгм. О. И я вижу, что она, вот эта ее какая-то часть пришла, и вот этот контракт показывает кому-то, как в секторе первотворца. Я сейчас спрошу, кому она Кому показывает. она показывает? Она Спроси у нее. показывает самой себе. Это разные измерения самости. Мгм. А для чего она ей показывает? Она показывает еще вот так в сторону, вот справа у нее как бы с правой руки что-то есть, она вот туда показывает. И там я вижу, как поезд, тужух-тужух-тужух, который связан с цельнозором. Она говорит связь с мошенником. Мгм. Что это за связь? Когда она образовалась, эта связь с мошенником? Сейчас я пойду туда. Мгм. Посмотри, Сейчас Виктория, когда образовалась эта связь с мошенником, что это было за событие? я вижу, что закручиваются такие вихри. Сейчас я отсоединюсь и М. проявлю самое важное. Мгм. Отсоединись от ненужного. Мгм. Появляется еще какой-то отдельная связь с каким-то такой вот как треугольник, который идет вниз, и там такое бам-бам. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Что это за треугольник? Что это за объект?
эта ситуация? Сейчас, одну секундочку. Мгм. Да. Что-то такое, сейчас, древнее. Мгм. Осколок. Осколок памяти, ее деда. То есть это родовое, какое-то Событие какое-то. событие, да. Сейчас Мгм. я посмотрю, проявлю это событие. Прояви, Виктория, это событие. Давай посмотрим, что произошло в этом событии. Я вижу, что это свадьба, и считывается, что взял в жены колдовство. Это дед взял в жены колдовство. Да, А кто это колдовство? Приказываю проявиться, кто представлял это колдовство. она бабушка ее. Мгм. Я слышу пропись, как будто бы вот это она черная такая вся, прямо как сгусток такой черной энергии. И такие квадратные, как буква пишет. Считывается как генетическая память, такая вязь какая-то квадратная пошла, как будто бы. Вот. Мгм. Я ей передаю Маргарите, что она живет здесь и сейчас. Пусть поблагодарит дедушку и бабушку за то, что они родили ее родителей и подарили таким образом ей жизнь. Пусть она сейчас примет от их божественных душ только свет, благополучие, здоровье, целостность. А все, что не принадлежит Мгм. высшим мирам, что не соответствует энергиям высшей радости, звучит, счастья, пусть им отдает. Пусть отдает родителям, дедушке и бабушке. Пусть они передают это туда, откуда это пришло. Мгм. И я вижу, как она как будто бы клин из себя вот так вытаскивает. И я передаю Маргарите, чтобы она сейчас очистила всю ее генетическую память. Я слышу от пришельцев. Мгм. Пусть она Вот. это сделает. Виктория, посмотри, вот этот клин, вот это, куда они ушли. Они находились между сектором духов и сектором магии. Вот. И я вижу, что это те же энергии разрушения, магии, которые связались, буквально как магнит. И они вот так вот, знаешь, как магнит притягивает и выстраивает фигуры. Вот точно так Мгм. же этот демонический дух, оно даже считывается как мафия. Почему мафия? Магия и мафия – это одно и то же. Мгм. Эти Вот. энергии вернулись к этому духу? Сейчас я же смотрела, как оно срастается, почему встретила она лицом к лицу этого цельнозора и попала в его ловушку. Потому Мгм. что был этот магнит, магия в родовой памяти. А. Понял? И поэтому вот это событие, оно вот как магнитом какие-то осколочки собираешь, да? Вот лежат Мгм. какие-то там осколочки металлические. Ну, например, в песке мы не видим этих металлических частиц, но когда пройтись магнитом, Магнитом они то, притянутся. то они притягиваются, создают такие химерные Ежики. формы, ежики, да? Вот точно так же эта химера образовывается, когда есть вот эта родовая память. Мгм. И как И этот. сейчас прозвучало, что дед
убрал генетическую зацепку. То есть это ушло, потому что Маргарита выступила в роли заместителя своего деда в своей генетической памяти и отменила это решение жениться на этой ведьме вместо дедушки. Это замещение, так всегда бывает. Мгм. Так психика работает. Вот. И таким образом я вижу, как уходит вот этот клин, и Маргарита вот так шух, и просто вылетела из этого пространства. Я ей передаю, чтобы она очистила всю ее генетическую память, считывается от преследований ее души, от преследователей ее души. Вот, и она взяла за шкирку этого цельнозора, который меняет форму, то есть на разных уровнях он разные формы приобретает. На самом генетическом уровне он как фокусник, вот этот демонический маг. М. М. Ну, считывается Так. шантаж, Мгм. шантажист. А чем он шантажирует? Шантажировал. Спасением, жизнью. Я вижу, что он жонглирует вот этими потерянной частью, которая была у Маргариты потеряна, и ее внутренний весь вот эта душа знала об этом всем, да, и стремилась освободить свою душу. Но он как бы показал этот фокус, как бы вызывайте духов вместе со мной и будете спасены. То есть он играл роль некого спасителя, да, мессию, но на самом деле он как клоун жонглировал этими потерянными частицами души, шантажировал. М. Вот. Я вижу, как Маргарита отбирает эту частицу и возвращает ее вот туда, где эта зацепка была. И оно так шух, и эта линия, которая а, указывала на эту зацепку, выровнялась, как струна, и исчезла. Просто стекла эта магия с той, а, с, с того пространства, где она этот контракт предоставила для прочтения, для понимания. То есть я вижу, что на самом тонком уровне вот эта внутренняя, самая божественная часть, которая знает и понимает все, она пытается донести это до более грубых форм сознания, то есть измерения физического сознания, для того, чтобы человек принял решение, Мгм. что с этим делать. И я вижу, как Маргарита буквально как выплюнула это. И я вижу, как она закрывает эту дверь, этот портал. Опять же, отсюда она эту подключку вырывает. Я передаю, что она не ответственна за намерения, за злые намерения других людей. Пусть приказывает Моне и почему-то идет Тарасу. М. Почему Тарасу? А, Там же я не успела это озвучить. Там прозвучало, когда перед этим было, что мы тут все переписали, но я не успела туда пойти. И вот он проявился. Слышу Тарас. Сейчас я спрошу, а что он делает в В пространстве пространстве Маргариты Маргариты? приказываем отвечать. И я вижу, что у него на голове такая шляпа, как у Ильи была, только она не черная, как у Ильи, а какая-то серая, как из рук. Вот эти костная ткань, как из костей человеческих. Мгм.
Так, и что он делает в пространстве Маргариты? Он говорит роботизированным голосом: "Мы продуцируем, говорит, демонических сущностей". Так, эта программа его говорит, Это да, он, продуцирует. и возле него лежит, а, почему-то идет его настоятельница. Кто такая Так, настоя то его настоятельница, приказывая ей проявиться. Аня звучит, Анна прозвучала. Она взяла его под руку, хватанула вот так вот под руку, как, хватают, ну, как невеста как будто бы ухватила его. А он Мгм, стоит м, как Пушкина рисует в таком фраке. И вот он так, стоит, в таком котелке и в таком фраке. А она такая вся, как, мгм. белая считывается гипноз. И я Так, вижу, у нее в пространстве такая Эйфелевая башня нарисована. что обозначает этот образ? Считывается, ее занятие, практика, символ цельнозора. Они Мгм, занимались цельнозоровскими тоже. Они считываются, вот сейчас прозвучало, попутчики. И я вижу, что у Маргариты есть зацепка. Она вот так идет такими нитями, обогнула с правой стороны и заходит под ключка в правую почку. И я м, вижу, что там есть такая пластина, имплант. И я слышу, там в этой пластине звучит э, доверять, не доверять Виктории, сплетни. мгм, И вижу, слышу гад, и вижу такой язык, как у змеи черный раздвоенный. мгм. Это которая из черной двери там проявлялась. Это в почке, вот этот имплант. Мгм, И Маргарита это увидела, и так она смотрит туда. мгм, И я ее спрашиваю, что это, кому это м. принадлежит. А она говорит, что принадлежит ей и ему, и ему, и Так, ей, и себе. Э, так, а что это такое? Она говорит, в момент напасти я приняла решение, дорога звучит, дорога, свернуть с дороги, предать Викторию. Мгм. Так, а когда эта подключка образовалась в ее пространстве Маргариты? Что это было за событие? Мгм. Она звучит как момент напасти, нападения. И я вижу, что с правой, от левой ноги буквально приходит к ней э, такой, такая сущность, как инопланетянин, высокий очень. Как серый пришелец рисует. Сейчас я рассмотрю его. Мгм. Что это за сущность приказывает этой сущности проявить согласно эфирной ДНК? Он как пришелец, но морда у него вытянута, как крокодилья какая-то М, наполовину. рептилия. Лягушечья больше, да, рептильная сущность. И она вот так стоит возле Маргариты.
Мгм. Говорит, что пугает ее страхами. И в это время я вижу, как из экрана компьютера или телевизора, ну, вот так вот, как будто бы Мгм. экранчик такой, и такой язык черный. Я слышу, льется ложь. И я вижу, что идет ложь. Вот это, что она говорила, это вот Илья, Тарас, Анна, Мона, вот это они все там. Считывается как предатели рода человеческого. То есть они в одной упряжке, одной связке, буквально в одном как мешочке прозрачном, потому что они по-настоящему не освободились. Тарас с Аней. У Ани до сих пор какая-то вот эта вот башня. Эйфелева башня. Да, я сейчас спрашиваю Маргариту, почему она тогда поверила не себе, не своей интуиции, а поверила этим. Она говорит, Сущности. они угрожали мне. И в этот момент эта сущность, которая была ростом метра три, 3,5, резко уменьшилась. Я ей закрыла в такую ледяную штуку. Мгм. Внутри этого он считывается паразит. То есть этот инопланетянин якобы превратился в паука. Считывается дух цельнозора. Мгм. И вот это брюшко этого паука, в котором, когда я смотрю на него, то он пытается, как разрывается это брюхо, и выпрыскивается вот миллионы этих паучат. Но так как он закрыт в ледяной штуке, то это все к стенкам прилипло, и я буквально приказываю ему вернуть все к нему же и все это зашить. И оно зашивается. Я слышу, что Мгм. это дух презрения к себе. Это программа, вот это ядро самосаботажника. Так. Мгм. И на что согласилась Маргарита, когда испытывала этот страх? Она говорит, пройти кусочек без Виктории. Мгм. И когда она говорит этот кусочек, он разделен. Сверху такая, как будто бы белая полосочка, а внизу черная. И к этой черной полосочке привязка какая-то. И я слышу Кристина. Какая-то Кристина. Что это за А, Кристина? Мгм. Приказывай проявиться этой Кристине. я вижу, что у этой Кристины перед ее глазами такая, как металлическая черная книга. Считывается да-да-да-да-да, Мгм. да-да-да, какое-то слово от себятину, блеет от себятину. Мгм. Так. А что это вообще за Кристина? Что она делает в пространстве Маргариты? Приказывай отвечать. Я вижу, что у нее в ушах как будто фонендоскоп, и она как прослушивает как будто бы пространство Маргариты, но Маргарита говорит, она ей рассказывает сеанс, я слышу сеанс, сеанс регрессии. Мгм. Но он считывается, опять звучит, это я уже сказала регрессия, а оно звучит блеяние. Так. И что вот это вот путь, который с белой окантовкой, но черной полоской внутри, что это Это, обозначает? это обозначает работу этого внутреннего самосаботажника, который подкручивает буквально, я вижу, включает вот эти эзотерики, вот этот Илья и, и его сотрудник, попутчики Тарас с Аней. Мгм.
Ну, я, когда они ушли отдельно работать, ну, мне было неприятно, потому что Тарас, э, как бы, сказал: "Я иду на свои хлеба, а завтра у нас сеанс, а у меня кроме него напарника не было. И я вынуждена была, тебя просить, потому что у нас сеансы были". Я была расстроена, но с одной стороны, а с другой стороны я радовалась. Я думаю: "О, ну пусть идут, большему числу людей помогут". Но, как видим, что это Мгм. не так, потому что у Ани нет телепатического дара, и регрессия без телепата– это такая же магия, как и вызывание духов. Вот. И вот эта Кристина, она была как бы к этой пластинке присоединена. То есть это вся цепь, она считывается как цепь. С одной стороны, она звучит цепь разоблачения себя. М. Да, вот это самое важное, что Маргарита встретилась с своей темной матрицей и не испугалась. Я вижу, как она вот эти осколки вот так шух, как хлопнет, и в эту дверь. И эта дверь закрывается, и она ломает эту дорожку. Я передаю Маргарите, чтобы она вытолкнула все эти чужеродные энергии из себя, приказывала всем этим попутчикам забирать их воздействие, их демонов. Я вижу, как этот паук, который был заморожен, он переместился в сектор интерферентов. То есть этот дух Цельнозора, Дух. это его матрица, да, этот ядро магическое, оно притянулось к ним всем, и вот это блеяние все отпало от нее. И я приказываю этим всем убираться с пространства Маргариты, с нашего чистого божественного пространства, с пространства божественных душ. Мы это не заказывали, не просили, не несем ответственности за чужое вмешательство. Мгм. И я вижу, как этот инопланетянин типа, ну а это энергии такие, да, духовные сущности, буквально пальцем и выбирают эту пластину у Маргариты из почки. Почки. Мгм. Да. Пусть забирает, пусть карму забирает, последствия. И это все как перья рыжие такие перья, как курица почему-то. Отпадают, а Маргарита шух, перенеслась вверх. А что это за перья? Мгм. Посмотри, Виктория, что это за перышки. Вот одно перышко, и кто-то его так берет, так тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас кто это сидит? На Мгм. унитазе. В секторе интерферентов кто-то сидит на унитазе буквально. Приказы Худой этой такой. сущности. Проявляем на свет эту сущность. Считывается как поломка сознания. Мгм. А, Ну, Его что это главная за цель– утилизировать. То есть это считывается как паразит. Утилизировать. Я передаю Маргарите, чтобы она просканировала все ее пространство. И вот эти энергии она показывает, что они вот у нее в голове, вот здесь. И она показывает, это как левая сторона у нее, Мгм. как в левом полушарии такие идут, как блики, как будто бы поблескивает что-то. И я смотрю, и там эти паразиты сидят на этих унитазах. Считывается династия паразитов. И Да. подключка идет прямо в сектор интерферентов. Мгм. Кто хозяин этих паразитов, приказываем проявиться. Я вижу, что эта сущность, она как будто бы вот это сидит как глист какой-то сидит на унитазе.
И это все считывается как паутина такая, которая вот так где-то что-то, она дын-дын-дын, указатель, считывается указатель демонического влияния. То Мгм. есть он Э, указывает, направляет сознание человека. Это такая программа по мгм. магическому пути, то есть подставляет человека. Его внутренняя программа, внутренний саботаж, саботажник, который противостоит внутреннему целителю. Потому что мы всегда видим, как внутренний целитель Ты так это и есть сопротивляется. этот саботажник. Да, да, то есть это Э, вот эти мгм. энергии. И Мгм. сейчас он так уменьшается. Я передаю Маргарите, чтобы она очистила все ее сознание на уровне мозга, на уровне физики от этих всех негативных воздействий. Приказывала, пусть этот саботажник уходит, пусть она его поблагодарит, потому что когда-то он ей служил на добро, но превратился в монстра. Сейчас она принимает решение, и пусть она очистит, я слышу, от мозговых волн паразита. Пусть она это сделает, просканирует, все чужеродное отделит от ее энергии, отделит и чужеродное отправит туда, откуда оно появилось. Я вижу, как она вот так вот, какая-то внутренняя рука, именно в левом полушарии, вот как будто бы тык-тык-тык позакрывала такие, как форточки. И Мгм. образовался такой, считывается, пластырь невидения, неведения. И этот пластырь, она превращается в такой, как какое-то письмо, в книгу. Мгм. Посмотри, что это за фолиант. Она говорит, что это ее жизненный опыт, Мгм. говорит, моя деструкция. Я ей передаю, что это ее энергия, и она сейчас все деструктивные энергии может превратить в конструктивные, в созидающие, в энергии счастья, гармонии, процветания. И пусть она обновит всю свою операционную систему, так сказать, перезапишет свою жизненную матрицу, Мгм. направленную на жизнь, гармонию, на жизнь, вечную жизнь души, физического тела, здоровье, абсолютное здоровье, абсолютную гармонию, восстановит свои способности к развлечению, свои телепатические способности. И буквально я вижу, как у нее как будто бы из ушей такие затычки э, а, Беруши, как беруши будто. скакивали, Мгм. она их почему-то Галине отдает. Да, вот она еще одна Мгм. привязки к Ну, Галине. Считывается, что эта Галина что-то ей вяжет в уши. мгм. Я вижу, что у этой Галины, вот у нее в ушах такие же беруши были, ну, сейчас есть, как были у Маргариты, и поэтому они были, как считывается, на связи. То есть она поэтому проявилась. Но она Потянулся. уволится и уйдет с работы, потому что ее Маргарита выдавливает из своего пространства. И я вижу, как она сматывает эти беруши, эти подключки, эта Галина, собирает вещи, написала заявление, собирает вещи в этом столике, и всю эту черную энергию с собой забирает в чемоданчик и пошла. Я передаю Маргарите, чтобы она полностью очистила все пространство от этих чужеродных энергий и восстановила свою способность творить добро. И я вижу, как она поднимается, вот это огромное. Она вот как будто бы прикатилась, или вернее сказать, приплыла, как будто бы. И сейчас я вижу тоже такое ощущение, что она подплывает к потолку, и этот потолок прорывается.
И она Мгм. очищается, буквально вот это чужеродное с нее сливается, и она поднимается, я вижу ее руки, она взмахивает руками, крыльями, вся сияет. Я ей передаю, чтобы она просканировала все ее тело и убрала все чипы, импланты, подключки, все, что мешает ей быть свободной, счастливой, гармоничной, богатой, создавать свою реальность по чистому творческому способу. Я вижу, как она М. еще преодолевает какой-то потолок. Буквально они расступаются вот так перед ней. И интересно, как она вот так по направлению к сектору Первотворца поднимается и, считывается, соединилась с душой первоисточника. Мгм. Интересно, как И в это. этот момент я вижу, что она как бы а, тут инструмент такой, ну, как будто бы что-то есть искусственное в ее сердце, и она ам, там такое, знаешь, считывается, как шпулька, знаешь, такое, где ниточки в швейной машинке. Ага, да. Там как-то оно еще Катушка называется. такая. Катушечка, М. еще такая Мгм. вот штучка. И вот эта штучка, Патик. которая держит катушку. Ну да. Она там с рычажком, по-моему, каким-то. Да-да-да, вот этот рычажок, вот именно он вот и наблюдается. И я вижу, что она буквально вот эта катушечка, она вот эту верхнюю часть, эту штучку черную, как бы отламывает, и эта катушечка превращается как в шар, из которого разматывается такая нить сияющая, считывается нить жизни, нить первотворца, источника жизни. И она вот так вот разматывается и связывается буквально как связывается так и с первоисточником. Мгм. Так, и что это? Как это теперь действует на Маргариту? А, Считывается, что первая живущая на Земле вечность, жизнь без предела. Мгм. Раскрыла потенциал ее. Да, и она вот так вот показывает на ноги свои, показывает на все. Мгм. Прекрасно. Говорит, стала собой. Говорит, что вернула себе свое счастье. Мгм. И опять звучит это, что избыточное счастье. То есть это как подарок, как презент, как дополнение. Также считывается несущее счастье, несущая жизнь. И я посмотрела на этого человека, который там соприкасался с нею, да, и, и я вижу, как эта стена между ним и ею исчезла. О каком ты человеке говоришь? Помнишь, такой человек был? Ты спрашивал, как это влияет на людей, потому что у нее большая Да-да, энергосфера. И вот который этот, живет недалеко. да, какой-то человек. Сейчас я посмотрю, кто он. Мгм. Посмотри, Виктория. Он ее будущий муж. Я вижу, как он кольцо ей одевает. Я даже Интересно. имя слышу, но я не знаю, стоит ли говорить. Ну, потом скажешь и тет-а-тет. Нет, я тебе скажу, ты запишешь, а когда она его встретит, мы проверим. Мгм. Хорошо, запомни.
Да. Мгм. Так, что сейчас? Или сказать. Я же слышала имя Марк. Почему не сказать? М, Вот почему. Вот. Его зовут Франц. Почему Франц? И почему я видела в энергосфере Тараса этой Ани Эйфелевую башню? Потому что это именно противоположность. То есть именно они послужили тем запретом навстречу Маргариты с ее родственной душой. м. А сейчас эти препятствия ушли. Я вижу, Ну, как а, они. Это точно так же, как у Анетты было, я тоже видела. И она через 3 года вышла замуж, нашла своего возлюбленного, свою родственную душу именно там, где я видела. Вот я вижу, да, они поженились и идут вместе. интересно. Хорошо, передаем Маргарите, что она может ему передать алгоритм освобождения, информацию. Он уже готовится. Он говорит, что он видит и Мгм, знает. И он после этого, когда она вот очистилась, то он начал как бы спешить. мгм. Мгм. Хорошо. Так, хорошо, вернись к Маргарите. Да. Так, пусть она проверит ее пространство, а, чужеродное, пусть все отправит на аннигиляцию или трансформирует в свет, или отдаст хозяинам, как она Мгм. захочет. Мгм. Так, поднимаемся выше все вместе. Да. Посмотри сейчас, как она выглядит. А, как бы это объяснить? А, вот так расширяется, вот так. То есть идет живая вообще такая энергия. Мгм. Так, хорошо. А, По поводу ее племянника Жени. И Да. сияет вот в сердце. Вот это все сияет. Мгм. Если она хочет, пусть передаст племяннику Жене тоже алгоритм освобождения, поможет ему, то есть очиститься от этих всех программ. Ну, я ей передаю, чтобы она передала информацию по своему роду. Ее род чист. Она приняла здесь и сейчас это решение и меняет всю жизненную матрицу, ее личную и ее рода. Мгм. Я слышу счастье. Пусть наполняет все а, уголочки памяти ее рода энергиями свободы, счастья, гармонии, процветания. Мгм. Да, хорошо. Давай почистим, Виктория, пространство, все эти ситуации, которые мы проработали, отсоединяемся от этого. Да, я это все собираю, отправляю туда, откуда оно пришло, Мгм. закрываю все порталы. Так, Виктория, мы хотели еще посмотреть на эту Маргариту, тетю, которая... Она э, проявилась как в этом дедушке с этой бабушкой, то есть это родовое мгм. проклятие. Вот. Так, да, хорошо. Еще ситуация, когда подарили красивую куклу. Надя это подарила Маргарите куклу. И эта Надя вышла, что она тоже занималась какой-то магией. Посмотри, есть ли какие-то привязки к этой Это Наде. все зацепки были на решение дедушки жениться на ведьме.
Мгм. Она отменила это, и это все тоже ушло. Оно так и звучит, ничего не было. Так, хорошо. Посмотри еще, тетя Мария. Э, ушли ли зацепки какие-то подключки или есть ли какие-то воздействия Это тети было Марии? связано, то есть эти энергии, это было связано с этим упырем, то есть этот инопланетянин, это вот все, эти сны, вот я так вижу. И оно Мгм. тоже ушло, потому что зацепки ушли. Корень зла ушел, и все это фрагменты, и они тоже ушли. Хорошо. Так. Мгм. А давай еще, Виктория, посмотрим сон, когда к забору дома подошла бабка и передала какую-то большую сумку. А потом еще подошел брат мамы Александра и тоже передали какие-то вещи. А что это обозначает, эти сон? И я вижу, что этот, типа, инопланетянин, он как бы, ей установки делает, то есть программа, которая программирует ее, и он как бы на ухо ей говорит: "Ты не можешь принимать решения сама". Мгм. Спроси у Маргариты, видит ли она, что этот сон навязан сущностями? Да, она видит. Я ей передаю, чтобы она сейчас зашла в тот момент и сказала, что она принимает решение. Мгм. И пусть удалит эти все чужеродные энергии, программы с ее почему-то идет роста. А, как интересно. Да, Она что-то сразу понял. выросла, да, то есть когда она этот сон увидела, позволила поставить свою способность доверять себе под сомнение, то она как бы уменьшилась. А эти увеличились программы. То есть ну, есть некое пространство воли, да, и воля– это энергия, которая символизирует власть. И вот человек, эта воля, она перетекает с одного пространства в другое. И может остаться в пространстве человека. И чтобы оно осталось, это то, что мы на школе учим. То есть программировать себя перед засыпанием, когда будет сниться сон, то я в этом сне буду осознанно и буду принимать решения. То есть вот это программирование позитивное себя, то Мгм. есть давать установки, это очень хорошо помогает. Потом брать контроль над снами, потому что сны- это тоже наш внутренний целитель говорит с нами. То есть, а нам главное научиться правильно реагировать, правильно взаимодействовать с своим внутренним целителем. Мгм. Я передаю Маргарите, чтобы она этот опыт запечатлила в своей каждой клеточке, что она принимает все решения и осознанно, эм, видит все, понимает всю истину на всех уровнях, во всех измерениях и принимает правильные решения, которые всегда ведут к счастью, гармонии, жизни и процветанию. Мгм. Так. И спроси, Виктория, у Маргариты, ушла ли эти лазения в ее голове, это давление? Она говорит испорченный телефон. Я ей передаю, чтобы она этот испорченный телефон, это как чужие разговоры я слышу, как сплетни какие-то тоже, да, то есть я ей Мгм. передаю, чтобы она эти чужие мысли убирала из ее головы и думала только мысли, которые нужны ей для счастья и процветания.
Так, делает она ли это? Да, она делает. Я ей передаю, чтобы она восстановила контроль над своим всем разумом. И я вижу, что между правым и левым полушарием у нее вот это там нервное волокно есть, там как будто бы накладка такая, имплант, связь между... Я ей Мгм. передаю, что это чужой, чужеродный имплант, который когда-то она создала, но отдала ему слишком много воли, и поэтому он взял в свое время контроль. А сейчас это ее пространство, и она может это все расформировать. Ей больше не нужен этот блок. Пусть она проявит волю, свое творческое начало и исцелит себя изнутри, а все это чужеродное убирает прочь, туда, откуда оно пришло. Мгм. Да, я вижу, как оно растворяется и очищается, и считывается мозг, становится цельным. То есть связь между всеми, коммуникация налаживается. Я ей передаю, чтобы она полностью очистила на все 100% ее мозг, ее все внутренние органы, которые поддерживают жизнь физического тела, физическое тело на всех уровнях, а также все тела эфирные, духовные, восстановила свою абсолютную целостность. Ну, она делает, и я слышу, от Мгм. нее идет «я есть». Хорошо. А, Пусть она очистится полностью, всё чужеродное, чтобы было полностью вытеснено из ее пространства, заберет те все ее частички души, потенциал, исцелит все ее многомерные тела, восстановит ее целостность. И мы зайдем в тот момент, когда это все полностью произойдет. На счет 3. 1, 2, 3. мгм. Она вот так вот руками повела, и опять как яблочко. Мгм. Хорошо, Виктория. Поднимаемся все вместе максимально вверх, Да. отсоединяемся от всех ситуаций, Мгм. от всех. Мгм. Хорошо. Спроси теперь у Маргариты, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Мгм. Если она хочет, она может этот ее опыт распространить по душам, э, по ее древу Мгм. жизни. Мгм. Спасибо ей. Благодарим ее. Да. Прощаемся с ней. Хорошо. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Мгм. Поднимись максимально вверх и проверь твое личное пространство. Всё чисто. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.